Всем здравствуйте и спасибо, что заглянули ко мне на канал и на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, красиво, но главное полезно. Дорогие мои, сегодняшний рецепт всем худеющим посвящается. Я хочу с вами поделиться одним элементарным рецептом из фарша. Мы с вами сделаем сегодня котлеты, паровые котлеты, скажем. Но эти паровые котлеты, они будут очень вкусными. И мы их с вами будем запекать в духовке. Ну что, не буду вас утомлять, давайте же приступим к изготовлению нашего полезного блюда. Для того, чтобы приготовить наше сегодняшнее блюдо, нам с вами понадобится силиконовая формочка. Вот такая, видите, она у меня в виде таких шариков. Небольшое полотенечко, силиконовая ложка и из продуктов питания немножко растительного масла, 400 грамм куриного фарша, 1 столовая ложка сухого чеснока, вот я уже туда бросила фарш, 1 средняя луковица, которую я мелко порезала, 1 сладкий красный перец, столовая ложка песто, 150 грамм творога и 1 яйцо. Ну, а теперь давайте начинать готовить. Наш сегодняшний рецепт, очень простой, и поэтому все будет происходить очень-очень быстро. В миску с фаршем и с сушеным чесноком мы добавляем абсолютно все ингредиенты. Лук, мелко порезанный сладкий перец, яйцо и песто. Теперь с помощью силиконовой ложечки я все это должна хорошенечко перемешать, чтобы все наши ингредиенты нашли во взаимодействие. Можете это делать, естественно, своими чистыми руками, в перчатках, если вы любите, но я не люблю перчатки, поэтому я это делаю с помощью силиконовой ложки, которая не стучит, соприкасаясь со стенками миски. Заметьте, я не добавляла ни грамма соли. Почему? Потому что песто уже содержит соль. Чесночок тоже с какими-то, может быть, у вас специями. Кроме чеснока там что-то тоже может быть. Поэтому, когда мы все вымешаем, обязательно нужно будет попробовать наш фарш на соль, перец и другие специи. Я немного добавлю перца, чили. Тут у меня такой тоже микс. И чесночка еще чуть-чуть. И немножечко соли. Еще хорошенько все перемешаем. Потому что куриный фарш, я считаю, он какой-то такой пресный. Уж очень он такой диетический, да. И, конечно же, вкус нашего будущего блюда зависит от всех специй, которые мы добавляем в этот фарш. Фарш я вымешала. Вот он такой получился у нас, красивый, с красненькими вкраплениями. Теперь мы берем нашу силиконовую форму и будем формировать наши котлетки. Силиконовую форму давайте вспрыснем немножечко маслом. Все как обычно. Теперь с помощью ложки мы просто-напросто выкладываем наш фарш в формочки. Так. И за счет этих формочек у нас образуется такая кругленькая, красивая котлетка. Я взяла еще одну силиконовую лопатку, так удобнее формировать наши будущие шарики. Теперь докладываем немного фарша, где его было недостаточно. У меня получилось 6 круглых котлеток, и еще есть 1/7, которая не поместилась в эту форму. Но я ее сейчас перемещу просто-напросто
в дополнительную силиконовую формочку. И всю эту прелесть мы с вами сейчас должны поставить в разогретую до 180 градусов духовку на минут 20-30. Смотрите по своей духовке. Ну а потом встретимся. Дорогие мои, как видите, мы уже много из того, что приготовили, съели. И вот я на тарелочку положила 3 такие вот котлетки, вкусненькие, паровые, пахнут совершенно потрясающе. Поставлю сюда, фотографию обязательно тоже прикреплю в видео. В этот фарш вы можете добавлять абсолютно все. И сладкий болгарский перец, и немножко морковки, и чесночок. Варьируйте. Можете даже добавить цветную капусту. Знаете, как рис мы делаем? У нас он продается. Рис из цветной капусты, он так и называется. Если у вас такой не продается, вы можете измельчить цветную капусту, добавить сюда. Кстати, я всегда добавляю такой рис и в голубцы, и в тефтельки. Сюда он тоже великолепно подойдет, в эти котлетки. Чтобы они были еще более диетические, вы можете даже положить их на противень с водой. То есть будут паром они обдаваться и будут еще более диетические. Но это, конечно же, по желанию. Я их просто запекла, и они получились неимоверно сочными, вкусными и красивыми. И если у вас нет такой формы, как у меня, вот этой силиконовой, не заморачивайтесь, делайте их просто как вам угодно, там, в виде котлет или же шарики сделаете, и будет точно так же красиво и прекрасно. Главное, что это полезно. Дорогие мои, оставляйте свои комментарии, отзывы о блюде. Если у вас есть какие-то пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. И я с удовольствием приготовлю ваше любимое блюдо, может быть, которое не является диетическим, но я же всегда все переделываю, что-то доделываю. И моя кухня полезная. И мы сделаем с вами ваш любимый рецепт, просто немножечко его изменив. Спасибо, мои хорошие, что вас становится у меня все больше и больше. И спасибо за лайки, за ваши подписки. И до новых встреч, до новых полезных рецептов. С вами была ваша Виктория. Пока!